Здравствуйте, мои дорогие. У кого утро, тем более, да, чашечка кофе будет сейчас как раз кстати. Ой, сердце прорисовалось замечательное. Вот сердце. Ну что ж, тут нас обратили буквально сразу внимание на то, что тут любовная тема будет раскрыта. Так, какое-то сообщение, вот такая птичка летит и сердцем огромным от любимого человека, например, да, либо о любви, кто-то признается вам в любви. А дельфинчик вверх, такой интересный, выпрыгивает, и причем очень много знаков таких вот морских интересных животных, как морской конек. Это все о том, что, ну, по сути, водная энергетика, да, о радости, о чувствах, о том, что и денежная энергия будет прибывать. Замечательные знаки идут. Так, ну что ж, тут чувственно и денежная чашечка. Очень даже хорошее здесь предсказание по поводу денег. Так, денежная сумма какая-то прибывает к вам резко, вот как-то в таком количестве, вот как надо, как говорится, прибывает к вам в нужный момент. Кто-то пишет вам письмо, скоро отправит. Какой-то тут как корона на голове, то ли женщина королева, то ли мужчина король. В общем, пишет, голубя скоро будут отправлять, кто-то вам будет писать. Может быть, это как раз об этом любовном письме. Ну, какой-то важный какой-то король, либо королева будет пишет вам письмо сейчас. Это письмо о каком-то начале, как начать что-то стабильное, что-то устойчивое, что-то такое, что уже, ну как, никогда потом не изменишь или вообще не нужно будет, ну как, не разрушишь. Вот как-то изменишь, да, но не разрушишь. Рядышком на этом, ну, какая-то кошка сидит, как не хочет, чтобы что-то случилось. Какая-то хитрая кошка на начале, но она вот как крутится вокруг вас. Будьте осторожны. Или же вокруг человека, который пишет это письмо. Она крутится вокруг именно вот как идеи самого начала чего-то стабильного. Еще одна коронованная особа, тоже вот как корона на голове такая. Но это ваше состояние. Вот я вижу, что это ваше состояние. Человека, который получает большее, да, потому что вот как большее заслуживает. Как только вы понимаете, что вы есть та самая коронованная особа, вы есть главный человек в вашей жизни, вам приходит много-много вот чудесных подарков от Вселенной. Вы как получаете, срывая вот фиги, да, с дерева, спелые плоды, то, что Вселенная приготовила. Тут реализация чего-то идет, да, вот как вы собираете урожай. Дорога, которая намечалась, она достаточно не до конца продумана, и вот как остановка на пути, стопка, чтобы осмотреться. Вы осматриваетесь, но знаете, что вы на очень крупном таком животном едете, да, то есть это как какой-то медведь, причем такой крупнейший. Но сейчас вот как остановка, да, на подумать, потому что вот как пропасть какую-то видит медведь. Что это говорит, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что вы выбрали какой-то путь, да, вот, например, что-то делаете, а может быть и действительно дорога, но тут, скорее всего, как дорога жизненная. Что-то задумали себе. Знаете, что вот эта крупная задумка, она важна для вас. Не спрыгивайте с этого медведя. Вы сидите на прекрасном, крупном звере, да, который вас действительно доведет. Может, это даже не медведь, какой-то, в общем, крупный какой-то. Тут рог у него, медведь с рогом. Вот, мощный транспорт у вас, да, который и защитит, и, по сути, умный, да, он доведет куда нужно. Ориентируется в пространстве хорошо, да, вот тут хвостик у него. И я думаю, что все-таки нам хотят сказать о том, что вас сейчас Вселенная ведет, вот буквально ведет. Вы правильно сейчас на верном пути.
вернее как, верное выбрали состояние, и вот скоро Вселенная вас поведет так, как нужно. То есть тут вот это животное, оно имеет все функции, да, все вот как инструменты для того, чтобы правильно двигаться. Но вот пока почувствовало это животное, будто бы вот как какой-то риск, да, что нужно остановиться, обрыв какой-то. Кстати, и вы тоже это прочувствовали, потому что вы как начинаете, ну вот, поводья, вот эти вот вожжи затягивать на себя. Я просто смотрю сейчас, чем это может закончиться. Но я вижу, что вы как поворачиваете на верную дорогу. Или ждете каких-то подсказок. Ждите каких-то подсказок. Пока вот именно в таком состоянии, как сейчас. Я вот ответа не вижу. Если сейчас придет ответ, я тут же скажу. Кто-то спускается вниз зачем-то. Как вернуться, чтобы... Или вообще боится идти вверх. Спускается вниз, я вижу. Так, смотрите, вас какие-то люди вот буквально несут на руках вниз. Вниз. Нет, вам нужно спрыгнуть с этих людей и идти вверх. Идти вверх. Внизу какое-то слово. Сейчас прописью. И вот ха. Аха. АО. С. Может быть, хас. Вот что-то такое, хас, что ли. Так, кто-то хочет вас спустить с горы, но нет, не слушайте каких-то людей, идите вверх. Идите вверх, это ваша вот мечта там исполняется. Угу. Я вижу, что вот этот обрыв, который сейчас вот я озвучивала, что вы вот идете вот как верная сила вас ведет, вас ведет какая-то даже больше как детская мечта, ваша детская мечта вашего ребенка. Как это поддерживает очень сильно. Причем это очень мудрая мысль, да, мудрая мечта, вот как-то хочется сказать, потому что это то, что вас в итоге выведет ну вот к счастью, да, к вашей жизни, можно так сказать. Так, хорошо. В общем, тут все вроде бы. Молния с рожкой. Ну, какая-то новость. Не очень, может быть, приятная, какая-то колючая новость будет. Пока что эту новость скрывает вот как-то под масочкой, но вот она будет у вас. Так, кошки и паучки. Это что такое? Вот я вижу, что что-то возле вашего все-таки начала, что-то крутится, как, знаете, как возле вашей мечты, возле вашей идеи. Но они мелкие. И постарайтесь все-таки, если вы замечаете таких людей, которые вас там как-то нагоняют страху, отговаривают или что-то, в общем, пытаются как-то не так повлиять, просто знайте, что это все-таки как проверка силы вашего духа, и просто идите вперед, да. Два человека спорят насчет того, чтобы убить курочку. Вот так. Курочка стоит и ждет, пока эти двое. Один хочет убить, второй защищает. И я вижу, что тот, который хочет стукнуть эту курочку, опять же, курочка в моих чашечках, также и в воске, да, это как состояние, да, которое вы тоже вот то, что вы вкладываетесь, а потом хоп, хотите прям зарубить на корню. Вот если это вы сама с собой спорите, не трогайте курочку, она такая вот, и кучу яиц будет золотых нести. Но я вижу, что тот, который хочет напасть на курочку, он сильнее, чем тот, который защищает. Поэтому
Наберитесь терпения и не дайте в обиду вот то, во что вы вкладывались. Что вы вкладывались. Это могут быть и финансовые какие-то, да, процессы, и, например, какие-то инвестиции, да, и также вкладываться в какого-то человека временем и так далее. То есть тут что-то такое интересное идет. Но это что-то ценное, очень хорошее, и курочка вас ценит. Вот так вот. Так, корабль собирается, выбирается. Все понятно. Я поняла теперь про этого медведя. Вам нужно повернуться назад, медведь развернется назад и пойдет правильно. Вам указывают дорогу в другую сторону. Вот. Помните, я говорила вот буквально пару минут назад о дороге, по которой вы идете, да, вот, и то, что вас силы ведут, внешняя сила вам покажет, куда идти. Повернуться в другую сторону. Не смотрите в обрыв. Нету там обрыва. Вам нужно, либо если есть, то просто повернитесь, вам указывают в другую сторону. Но я вижу также, что вас все равно поведут в ту сторону, в которую нужно, даже если вы смотрите в обратную, понимаете? Здесь есть еще более крупная сила, которая вас ведет все равно по верному пути. Вот как вы не сомневаетесь, да, вас все равно поведут по верному пути, и замечательно. Дальше. Так, хорошо. Опять слова с участием буквы Х. Х. Или X. X идет вот так. Х. Или Х. LX. Ну, больше как AX может быть. Так. Как влияет прошлое на эти все процессы? Это попытки как объять необъятное. Вот. Возможно, браться за много дел сразу и не заканчивать. Вот. И вот как раз вот на вот этом всем сидит такая кошечка, да, и вот как ходит по вот этим процессам. Это какие-то могут быть внутренние сомнения, либо если вы замечаете, что в вашем окружении какой-то человек есть такой, да, который, может быть, как-то влияет на то, что вы думаете, то, что вы говорите. Часто это какой-то там, например, на работе, да, который желает зла, там, если, или какие-то люди, которые не принимают вашего роста. Так. Это вот что-то вы начинаете и не заканчиваете. Начинаете, да, вот как-то волна, она не идет, не идет. Это вот как по прошлому, да, это вот то, что повлияло на состояние сейчас. Но в любом случае, видите, как высшие силы вас выводят на верные дороги. Так, ну, чашечка замечательная, прекрасная. Особенно вот началось с любовной темы. Я бы немножко хотела посмотреть еще на картах, да, как мы любим обычно это делать. Так, что нам там говорили? О чем нам хотели сказать? Немножко здесь покажут, пускай. Важно, что, ну вот эти маски, да, вот люди в масках есть. Есть какие-то обманщики, да, вот в каком-то важном для вас деле есть какие-то обманщики. Может быть, это дело касается дома. Может, вы что-то с наследством или же с чем-то очень фундаментально серьезным в вашей жизни хотите заняться, да, либо сейчас занимаетесь. Либо возле дома, вот как-то, знаете, возле вашего порога. Вы смотрите, вы можете их увидеть. Вот если вы выглянете, вы увидите их, да. Может, кто-то общается с вами, например, там по телефону. Но знаете, что вы держитесь постоянного курса какого-то своего, который наметили. И это вас вдохновляет. Да, вот там вот есть ключ. И большущий, огромнейший потенциал. Так, а что нам говорили по поводу любовного сообщения? Что это за любовное сообщение, которое шло? А тут еще это сообщение может попасть в папку спам, смотрите. Какой-то человек о любви. О, пожалуйста. Все, что говорилось в чашечке, все здесь. Кто-то вам напишет большое любовное сообщение, огромное сердце там такое.
Человек на эмоциях это пишет. Так, а еще, ну вот вы как то ли в спам попадете, то ли надо вот прям рассмотреть, чтобы это. Может быть, у вас очень много сообщений приходит за день, и вы можете пропустить. Присмотритесь. Присмотритесь. Это очень интересный человек. Хорошо. А кто вот этот король или королева, который пишет, вам голубя хочет отправить? Это оно же или нет? Да, сообщение о любви или о деньгах. Что-то пишут вам. Несмотря на, смотрите, там тоже у нас была такая ситуация, когда кто-то вот крутится, мешает, да, написать. Несмотря на этих крыс. Крыс переворачивает, кто-то пишет новое любовное сообщение. Или о деньгах. Прячет. Но вам дойдет это сообщение? Сложно. Тут сложность какая-то. Угу. Ну, будем надеяться. Тут как бы птичка летит, да. Чувства верные у какого-то человека. Тут что-то такое очень интересное. Это о чувствах или о... Ну, больше как то, что вы отрезали от своей жизни. Возможно, человек, который в вашей жизни был главным когда-то, сейчас уже его нет рядышком с вами, да, например, а вот он все равно любит вас, будет писать вам что-то. Вот так. Так, и еще. Немножко посмотрим, что у нас там по времени. Вот давайте по поводу вот силы, которая вас правильно ведет. Почему вот как-то не тот поворот был, а потом правильно идете. Вот то, куда вы шли, это действительно очень важная для вас тема, да, это как достижение цели, огромной вашей цели. Змеи на пути переворачиваются, нехорошие. Время, дайте время, этот вопрос будет решен. А кто вам помогает вообще? Тут есть что-то, да? Ой, ну тут прям вас ведут. Очень хорошее направление вы выбрали. Тут даже и направление вам не нужно выбирать. Вот то, благодаря чему вы, что вы используете для навигации, это вас очень хорошо ведет. Большущий корабль здесь прорисован, видите? Случайный сбіг, як обставин. Стечение обстоятельств может привести действительно к тому, что ну, вот кажется случайным, но это все равно, это как судьбоносно, что вот вы выруливаете на правильную дорогу. Вы уже перестали верить в себя, но тут вот мостик к вашей мечте. Открыта тайна, и эта тайна будет открыта вам как знамение какое-то вот. Случайно. Так, огромный совет хочется вам услышать. И все, да? Огромный совет. Совет. Ну, здесь по вот обстоятельствам нужно среагировать очень быстро. Может быть, на ответ какой-то, на письмо, либо написать кому-то. Может быть, ответ на деньги. Отреагируй. Правильное направление. Совет. Двигайся по направлению к огромному, большому, тому что то, что видно, то, что никогда не закроется. Горой. Видно. Свет от которого идет далеко. То есть какая-то, ну прям цель, мечта большая. Она уже давно вышла из вашего подсознания и работать начала. Это мечта. По рекомендациям еще говорят, что прими себя как человека, который действительно мыслит глобально. И вот немножко мудрой хитрости, да, не помешает вашему процессу. И немножко больше тайн от людей, которые почему-то хотят что-то выпытать. И это те люди, которые точно вот, ну, не желают добра. То есть меньше раскрывайте им секреты. Вот, в принципе, и все. Так, ну, здесь еще, видите, как вот прорисована такая большая улитка, которая идет. Это очень сильно вот по прошлому замедляло ваш темп. А сейчас идет движение более планомерное и такое, знаете, целенаправленное. Это замечательно. Благодарю вас, мои хорошие, за то, что были здесь, прослушали эту чашечку. Доброго вам дня. Вот, и до новых встреч. Спасибо вам за лайки, комментарии, за финансовую поддержку, кто это делает. Пускай Вселенная вам дарит в разы больше подарков, чем вы приносите сюда. Всего доброго, пока-пока.